Всем привет! Я Химик Пич, и я рада видеть вас на своем канале. Сегодня будет необычное видео, и я очень стесняюсь это делать, потому что обзоры, наверное, для меня очень щепетильная тема. У меня много материалов, но я почти никогда не снимала на них обзоры. И сегодня это будет мой первый раз. Поэтому поставьте, пожалуйста, лайк авансом, если вам просто нравится мой канал и вы хотите видеть больше видеороликов. Так что просто поставьте лайк авансом. Кстати, как вы заметили, у меня немного синие волосы. Ну что, мне самой стало очень интересно, что же за такой бренд Brinzel. Ну давайте разберемся. Brinzel — это Голландия. Нидерландская компания по производству карандашей Brinzel была организована в 1948 году. В послевоенное время, когда в стране был большой дефицит письменных принадлежностей, продукция компании вызвала большой спрос, что привело к росту популярности самого бренда. Сегодня практически каждый профессионал, работающий в сфере изобразительного искусства, архитектуры или дизайна, знаком с товарами марки Brinzel. Ведь их универсальность, качество говорит само за себя. Конечно, самую большую лепту создания бренда внесло именно производство карандашей, а отличительными характеристиками которых является точная цветопередача, великолепная текстура, богатая цветовая палитра, превосходное смешивание цветов, эргономичность формы, экологичность, прочность древесины. И сейчас мы находимся на официальном сайте дистрибьютора Brinzel MPM. Вы точно 100% сможете найти эти карандаши именно там. Но давайте не заходить так далеко, мы же еще не знаем, соответствуют ли эти карандаши тому, что написано на сайте официального представителя Brinzel. Ну, вы можете сейчас посмотреть мои работы, выполненные этими карандашами. Как вы понимаете, я рисую ими очень давно и часто показывала в своем инстаграм, так что можете подписаться, чтобы увидеть больше моих работ. Рисую этими карандашами, я чаще всего не заполняю полностью фон, именно сплошняком. На моих работах вы можете увидеть какие-то штрихи, потому что мне нравится именно такая техника при рисовании карандашами. Мне не нравится такой сглаживающий эффект, смазанный или супер заблюренный. Я предпочитаю вот какую-то текстуру. И поэтому для этого мне нужны, грубо говоря, средней твердости карандаши, которые будут позволять мне очень долгое время штриховать. А сейчас мы сделаем с вами выкраску для того, чтобы понимать, какие цвета у нас есть с вами в палитре. Во время выкраски я по-разному старалась давить на карандаш для того, чтобы было более заметна разница между обычным давлением и более сильным для насыщенного цвета. Так вы намного лучше сможете понять возможности карандаша. Если вы купили новые карандаши, то всегда рекомендую делать подобную выкраску. Она поможет избежать некоторых ошибок в процессе рисования, потому что не всегда корпус карандаша совпадает с цветом грифеля. Карандаш сделан из приятной древесины, которая как будто бы покрыта небольшим количеством лака. А сам корпус состоит из нескольких граней, что помогает карандашу не перекатываться постоянно по вашему столу и не падать просто так на пол. Если сравнивать цвет грифеля и корпуса карандаша, то светлые цвета совпадают, а вот с темными не все так однозначно. После того, как мы сделали выкраску, я могу вам рассказать некоторые моменты. Что касается цветовой палитры, в этом наборе есть и светлые цвета, холодные, темные, насыщенные, и также немного приглушенные. Если вы любите яркость, то вы наверняка найдете для себя нужные оттенки. Для меня, например, это 741. Любимец. Не такой уж супер яркий, у других брендов есть более яркий розовый, но у этого приятный оттенок. Если мы будем сравнивать розовый, например, с оттенками от Faber-Castell, номер 123 и номер 129, то могу сказать вам, что он самый чистый. Если вы присмотритесь, то вы увидите, что, я не знаю, это очень сложно заметная разница. Если я сделаю немножко темнее, то, наверное, вам будет видно. Даже когда просто ты рисуешь, то есть ощущение, что почему-то Brinzel более качественный, не знаю,
что может являться признаком качества, но в целом он как будто прозрачнее и чище, то есть тот розовый, который бы я хотела видеть в каждом наборе. У Faber-Castell почему-то он немного пыльно-розовый какой-то, то есть более приглушенный, не такой звонкий, и когда давишь на карандаш, появляется какая-то небольшая пыль. Я думала, я купила самые яркие оттенки, видимо, не угадала. Это тоже хорошие цвета, но другого оттенка. Мне нравится больше этот. И, к сожалению, хоть этот карандаш и стоит дешево, то есть 56 рублей за штуку, но, к сожалению, бренд не продает их по отдельности. Именно эту серию Expression Color вы не сможете найти поштучно. Это очень жаль, потому что я бы с удовольствием купила себе несколько цветов. Если я не ошибаюсь, у меня максимальный набор из этой серии, и если честно, я полностью недовольна в плане цветов. Вы видите, не так уж и много оттенков я использую. Обусловлено тем, что я просто не использую такие цвета в своих работах. Чаще всего я предпочитаю какие-то чистые, самые простые, для того, чтобы создавать что-то такое легкое, воздушное. Я очень редко беру какие-то коричневые, зелено-болотные оттенки. Поэтому тут уже решать именно вам, подходит вам этот набор или нет. Я вам лишь показала, что в нем содержится. Если вы любите супер мягкие карандаши, такие как... давайте угадаем, какие. Очень популярная марка — это Prismacolor, они считаются самыми мягкими, но в этом и их проблема, по крайней мере для меня. Я люблю рисовать вот в таких скетчбуках. У них почти нет фактуры, и я чаще всего люблю рисовать штрихами, как вы заметили, и для этого мне нужны, ну, как вы понимаете, твердые карандаши. И когда я пытаюсь что-то сделать именно мягкими карандашами, независимо от бренда, эффект не получается. У этих карандашей нет прозрачности, которая есть как раз-таки у Brinzell, за счет твердости, за счет пигмента. Так что я бы сказала, что все эти карандаши, они, наверное, средней твердости. Я не нашла информацию у бренда. Но если сравнивать с тем, что я пробовала уже, они тверже, чем Prismacolor. Они похожи по твердости на Polychromos от Faber-Castell. А самые твердые карандаши — это, скорее всего, какие-нибудь детские на самом деле. Я такими не рисую, потому что с ними очень сложно что-либо сделать. Они слишком твердые. Что касается смешивания, также эти карандаши, благодаря тому, что они твердые и почему-то у них более чистый пигмент, если сравнивать некоторые цвета с другими брендами, они дают очень хорошие оттенки в смешивании. Например, давайте я использую свои любимые. При смешивании два этих цвета должны дать фиолетовый оттенок. Как вы можете заметить, фиолетовый цвет есть, и мало того, он очень чистый, он яркий и звонкий. В комбинации два чистых цвета дают чистый оттенок. Давайте попробуем использовать другие цвета. Например, желтый мы с вами смешаем с красным. По сути, должен получиться оранжевый. Это был, если что, цвет 710. И давайте для смешивания, не знаю, возьму более чистый, наверное, вот этот, который я тоже часто использую. Это номер 723. Теперь я уже давлю на карандаш, чтобы посильнее увидеть эффект. Как вы видите, также получается оранжевый цвет на стыке двух цветов. Давайте попробуем смешать зеленый и фиолетовый. Я не знаю, что получится. Тут очень странный зеленый, поэтому, кстати, очень красивый. Просто с вами попробуем. Если смотреть относительно вот на этот фиолетовый и сравнивать его с тем, что получился при смешивании, то хочу сказать, что при смешивании получается более чистый оттенок и более приятный. Тут же он уже такой приглушенный. Это был цвет 760. Получается какой-то сероватый оттенок. Если вы сильно будете давить на оба карандаша, то у вас ничего не получится. Поэтому тут, когда вы будете работать, нужно немного варьировать и смотреть уже, и экспериментировать с нажатием, с тоном, с плотностью цвета. От этого будет зависеть уже итоговый вариант. Но один момент. Если вы будете сильно давить на карандаш, то, скорее всего, у вас не получится уже наносить какой-то дополнительный цвет.
Например, вот здесь очень плотный цвет у меня, и давайте попробую нанести какой-нибудь, не знаю, зеленый, темно-зеленый. Я бы не сказала, что эти карандаши, кстати, какие-то восковые или что-то такое, потому что есть карандаши, на которых вообще невозможно рисовать после того, как ты нанес плотный цвет. Так что это просто учитывайте, когда будете работать с любыми карандашами. Я уже сказала даже относительно не этих карандашей эту информацию. Ну и, конечно, не забудьте поставить лайк, если вам нравится этот обзор, и напишите, пожалуйста, комментарий, что бы вы хотели увидеть дальше, и, возможно, у вас есть какое-то свое мнение, вопрос или пожелания для моего канала. Мне будет очень интересно это узнать, потому что я хочу снимать видеоролики не только для того, чтобы они понравились мне, но я хочу, чтобы они нравились и вам. Так что мне будет важна ваша обратная связь. Что касается заточки, тут все просто. Я рисовала многими карандашами. И говорю это я не просто так, а для того, чтобы вы понимали, что у меня все-таки есть опыт в этом деле. И я сталкивалась с огромным количеством карандашей, которые просто ломались от затачивания. Либо у них был грифель какой-то крошащийся, не буду говорить бренды, либо у него просто древесина ломалась. Чаще всего это зависело даже не от точилки, потому что вы можете сказать, камон, возможно, у тебя была тупая точилка. У меня есть сменные лезвия, поэтому чаще всего я меняю лезвие. И также у меня очень много новых именно точилок, которые каждый раз почему-то затупляются на каких-нибудь карандашах, например, на угольных. Да, это моя ошибка. Но в целом есть у меня вот такая точилка. Тут чаще всего я меняю лезвие. Она, к сожалению, уже у меня сломалась, но я ее очень люблю, потому что она... Давайте я вам покажу, потому что вы любите узнавать, что это за точилка. Она дорогая, и она делает очень удлиненный кончик, например, вот здесь. То есть это нетипичная длина, на самом деле, для карандаша. И, по сути, любой карандаш, который я точу в ней, он становится длиннее, и он очень редко ломается. Именно этот. Вообще, и другие карандаши хорошо точатся, но это один из тех карандашей, который хорошо точится. У него очень редко, я даже не помню, когда у меня последний раз мог сломаться именно стержень этого карандаша, то есть все в порядке именно с качеством, и стержень сам по себе очень стойкий и выносливый. Перед тем, как показать вам эти карандаши, я делала обложку для видео и очень много раз их роняла. Так что по логике, если вы роняете свой карандаш и после этого вы не можете его поточить, потому что крошится грифель, то, скорее всего, грифель был очень хрупким, возможно, его пересушили на производстве, и поэтому он начал ломаться даже от таких маленьких падений. Но это нормально на самом деле, просто нужно аккуратнее относиться к материалам, но иногда действительно это уже не ваша вина, а вина производителя, который, возможно, нарушил какие-то этапы на производстве, либо это вина магазинов, которые неправильно доставляют этот товар. Древесина почти всегда точится ровно. Очень редко бывают сдергивающие такие неровности на заточенной поверхности. Чаще всего все-таки все ровненько, ничего не ломается, не обрубается. Скажу, что при заточке этот карандаш ведет себя неплохо. Даже при том, что я его точу как длинный карандаш. Не все карандаши такого выдержат. А еще давайте проверим белый цвет на тонированной бумаге. Возможно, некоторым из вас это интересно, поэтому я не хочу упускать этот момент. Вот так выглядит этот карандаш. Давайте сравним, например, с другими оттенками. У меня есть вот такой белый карандаш от Малевич, Graph Art. И он, конечно же, более белый, но при этом он крошится. И размазывается, в отличие от Brinzell. И давайте посмотрим, как Brinzell будет работать точно на такой же бумаге. Приходится очень сильно давить, но вроде как эффект есть. В жизни на самом деле он не сильно заметный, но именно при смене ракурса можно увидеть, что да, он работает. Что касается цветов, то в своих работах я использую обычно чистые цвета. Конечно, не во всех моментах, но чаще всего начинаю я свой набросок именно с чистых оттенков, чтобы в последующем не получить сильную грязь. Не всегда получается это избежать, но я стараюсь.
Если честно, каждый раз, когда снимаю видеоролики, где я пытаюсь рисовать на камеру, я очень сильно стесняюсь, и поэтому будет приятно, если вы поставите лайк этому видео. Это и есть главная причина, почему я снимаю видеоролики не очень часто со своим рисованием. Да, особенно это касается акварели. Когда я рисую акварелью, я чаще всего как будто бы медитирую, и поэтому камера и ощущение того, что я должна подобрать красивые ракурсы, чтобы всем было все видно, меня немного смущает и доставляет дискомфорт. И по этой причине я не снимаю. Извиняюсь. Самые первые слои в карандашном рисунке я всегда стараюсь наносить легко, почти не давя на карандаш. Это поможет в последующем прозрачно накладывать другие цвета, для того, чтобы создавать полупрозрачные интересные оттенки. Вот у меня получилась такая карандашная работа. Не знаю, понравится вам такое или нет. Также я хотела бы сделать небольшое уточнение. Когда ты сравниваешь какие-то не супер дешевые материалы или не супер дорогие, да, средней какой-то категории, то в конечном итоге оказывается, что почти все материалы одинаковые. Вопрос обычно только в одном: как доступен этот материал, сможете ли вы купить его в своих магазинах поблизости, или сможете хотя бы его заказать в каком-нибудь интернет-магазине по доступной цене. И, наверное, когда вы будете покупать материалы, то я бы хотела, чтобы вы наткнулись на мое видео, а может быть и не очень, потому что на данный момент я не умею делать обзоры на материалы, потому что меня все устраивает, какой бы это материал ни был. То есть в данных карандашах я не нашла никакого минуса для себя. Мне понравилось качество древесины. Оно точится хорошо, не ломается сам грифель, что обычно бывает с другими карандашами. Цвета в палитре вы видите изначально, когда ее покупаете. И поэтому, я думаю, тут тоже не имеет смысла как-то обсуждать этот вопрос. Если вам попадется это видео, просто знайте, что есть такая марка Brinzel. Я думаю, она не супер популярная, потому что я редко у кого вижу на самом деле. Мне она досталась просто на обзор, и на самом деле она мне понравилась. Вот и все. Как и 100 еще других марок карандашей, если честно. Были, конечно, некоторые экземпляры, которые могли меня немного возмутить. И чаще всего они возмущают тем, что у них ломается грифель при заточке. Потому что я люблю точить длинный кончик, а не маленький. Давайте кепку надену. Я просто не мыла голову давно. Я надеюсь, вам понравился мой рисунок. Случайно получается похожим на меня, потому что у меня такие же синие волосы. В целом, жду ваш вердикт. Что вы считаете про эти карандаши? Понравились вам, не понравились? Слышали вы о них когда-либо или нет? Заинтересовались вы их покупкой или нет? Или же у вас есть другой бренд карандашей, который вы хотите, чтобы я разобрала, посмотрела. Если вы любитель обзоров и вы очень много их пересмотрели, то вы также можете посоветовать мне в комментариях, что мне улучшить в подобных видеороликах, что добавить, какие моменты рассматривать, или, возможно, показывать больше доказательств. Потому что я понимаю, что я-то рисую ими давно, и поэтому мне уже легко сделать какой-то вердикт. Я взяла их не только что, и это не мое первое впечатление. Я не знаю, понравится вам мне первое впечатление или нет. Жду ваш комментарий. Мне будет важно услышать ваши советы, вашу похвалу. Мне будет приятно.
и надеюсь, вы скучали по мне хоть немного, что поставите мне лайк, просто так, что я старалась. И третий раз снимаю это видео, и мне кажется, покраснела. Надеюсь, нет. В общем-то, всем пока. С вами была Химик Пич. Буду вас ждать на других площадках, Инстаграм. Там я постоянно, кстати, выкладываю фотографии и рисуночки. И делаю распаковочки в своих историях и показываю просто какие-то моменты из жизни художника. Фри-художника, давайте так. И, конечно же, у меня есть Patreon, где вы можете меня просто поддержать и увидеть скетчи, которые я не показываю обычно, и процесс каких-то работ. Но в целом Patreon у меня это просто как поддержка. То есть, если вы хотите поддержать меня, то вы можете финансово это сделать. Или же сейчас у меня наконец-то, чтобы вы понимали, я несколько лет мечтала о том, чтобы сделать какие-то принты по своим рисункам. Понимаете, несколько лет. 1,5-2 года я точно горела этой идеей, но я постоянно боялась, стеснялась, думала, никому это не нужно. И как художник я тоже никому не нужна. Но в один момент, как всегда, я решила забить на все, то есть забить на свои какие-то глупые мысли. И я просто начала загружать на свой сайт принты. И я сделала эту функцию. Теперь вы можете на моем веб-сайте купить оригинал, либо принт моей работы. Они сделаны очень качественно, потому что у меня есть на ютубе ролик, где я распаковываю свой профессиональный дорогущий принтер, на котором я и делаю эти принты. И также, возможно, в скором времени я сделаю обзор на бумагу, если вам будет это интересно, как художникам, которые тоже хотят монетизировать свое творчество. И я хочу сказать огромное спасибо всем, кто поддерживает меня, всем, кто покупает мои оригинальные работы, всем, кто заказывает принты. Но в целом, я благодарна каждому подписчику, который находится на этом канале. И я очень рада, что многие из вас готовы финансово поддерживать художника. Потому что да, это будет нудно, но это очень важно мне, другим художникам и в целом комьюнити художников в России. К сожалению, не знаю, я как инстаграм-художник, я не могу говорить о каком-то там высшем рынке, выставках, выступлениях и каком-то другом закрытом комьюнити, да, художников, которые зарабатывают на своих картинах миллионы. Возможно, там есть миллиарды, конечно, судя по тому, что сейчас все связано с криптовалютой. Я хочу сказать, что есть такие художники простые, как я. Я не выхожу на выставки. Все, что у меня есть, это мой инстаграм и социальные площадки. И та поддержка, которую мы можем получить от вас, это ваше внимание, ваши лайки, ваши комментарии. Когда вы пишете приятный комментарий художнику, на сердечке становится очень тепло. И ты понимаешь, что твое творчество действительно важно и нужно. Оно кого-то вдохновляет, оно кому-то приносит радость. И то, что является